Всем привет! Вы на канале Кимка, меня зовут Ким. С сегодняшнего дня начинается серия уроков «Гитара с нуля». Данные видеоуроки будут выходить примерно 2 раза в неделю и рассчитаны для самых начинающих. Вот у вас есть гитара, и вы не знаете, с чего начать. В этой серии уроков вы не только узнаете об основных принципах игры на гитаре, но также уже будете играть и петь любимые песни. Так что не пропускайте уроки, давайте начнем. Как правильно держать гитару? Существует 2 основных способа. Первый из них – классический способ. Для этого нам потребуется специальная подставка, приобрести которую можно в любом музыкальном магазине. Ставим на подставку левую ногу, берем гитару, кладем ее именно на левую ногу. Почему? Потому что у классических гитаристов специальная постановка правой руки. Так что если вы не классический гитарист и не собираетесь играть классическую музыку, то такой способ для вас не обязателен. И второй способ самый простой. Кладем гитару на правую ногу и начинаем играть. Ничего сложного. Есть несколько нюансов, которые вы должны соблюдать. Во-первых, гриф не должен опускаться слишком сильно вниз. Он не должен подниматься слишком сильно высоко. Оптимальное расположение грифа примерно чуть выше горизонтальной линии. Во-вторых, не нужно заваливать гитару от себя, либо на себя. Это создаст лишнее напряжение, и заниматься продуктивно вы не сможете. Так какую же посадку выберем мы с вами? Мы выберем с вами обычную посадку, так как она самая простая и не требует дополнительных аксессуаров в виде подставки. Перед тем, как начать играть на гитаре, ее необходимо настроить. Натянуть или ослабить струны так, чтобы они звучали на нужной высоте. В прошлом для настройки гитары использовали камертон. Это такой инструмент, который воспроизводил эталонную высоту звука. Сейчас гитару можно настраивать либо на слух, что будет сложно для новичка, либо при помощи тюнеров. Скачайте любой понравившийся тюнер на ваш смартфон. Лично я использую Fender Tune. Ну что ж, давайте попробуем настроить гитару. Если вы будете использовать другие тюнеры, то интерфейс, конечно же, будет различаться, но принцип будет тот же. Расположите тюнер недалеко от гитары, так, чтобы микрофон смог уловить звучание вашей гитары. И извлеките звук с первой струны. Как вы видите, кругляшок находится слева. Это говорит о том, что его нужно переместить немного вправо. Для этого нам необходимо повысить немного тон. Давайте еще раз. До тех пор, пока кругляшок не окажется в центре. Это немного высоко. Первая струна у нас настроена. Далее вторая струна. Третья струна. Четвертая. Пятая струна. Шестая. Настройка завершена. Ну вот, теперь, когда мы определились с посадкой и гитара у нас настроена правильно, немного поговорим о ее строении. Это называется дека. Этот кругляшок – это резонаторное отверстие. 6 струн, но если, конечно, вы взяли гитару своего деда, там наверняка 7 струн. Начинаются они с этой деревянной штуки, которая называется подставка, и идут вдоль грифа, пересекая поперечные железки, которые называются ладами, и приходят в колки, где они фиксируются и накручиваются. Порядок струн нужно называть снизу вверх, где самая тонкая струна – это первая. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Правая рука должна лежать на самой верхней части деки, чуть выше локтя. Также, чтобы освободить руку от ненужных зажимов, следите за тем, чтобы плечо не было поднятым. Рука плавно спускается вниз и свисает. Представьте, что вы сидите в кресле. Пальцы чуть подбираем к струнам. И это правильная постановка при игре на гитаре пальцами. Как играть пальцами и медиатором, мы разберем в следующих уроках. Рука должна быть расслаблена. Не слишком высокое запястье, но и не слишком плоское. Вот попробуйте. При слишком высоком или плоском запястье вы почувствуете сразу, как по всей руке идет ненужное напряжение. Как только вы расслабите руку, она примет естественный изгиб и снимет напряжение.
Для начала нужно понимать, что правая рука, помимо звукоизвлечения, прежде всего исполняет ритмическую функцию, в то время, когда левая рука контролирует и отвечает за аккорды и гармонию. Какие должны быть движения правой руки для того, чтобы начать правильно осваивать технику? Представьте себе, что вы встряхиваете градусник. Именно эти движения используются при игре боем. Самой же играющей частью является щепотка из 2 пальцев. Представьте, что вы солите суп. Кончик указательного пальца должен совсем немного выглядывать из-под большого пальца. Остальные пальцы немного подожмите к ладони. И вот в таком положении повстряхивайте градусник. Играя боем, как правило, первый удар чаще всего начинается вниз. Попробуйте. Теперь, когда ваша кисть находится внизу, попробуйте сделать то же самое, только взмах вверх. Также обратите внимание на то, что когда вы делаете удар вниз, то звукоизвлечение происходит от ногтя указательного пальца. Когда делаете звукоизвлечение вверх, то звукоизвлечение, соответственно, от ногтя большого пальца. Наверняка многие из вас, слушая ту или иную музыкальную композицию, настукивали под такт музыки. Так вот, это желание вызывает ритм. Представьте себе конвейер, на котором движутся дольки апельсина. Они идут, а вы их берете и складываете по 4 штуки. Вот так. 1, 2, 3, 4. А теперь также представьте, что каждый ваш удар или взмах равняется той самой доле. 1, 2, 3, 4. Разумеется, этот пример приведен для того, чтобы вы лучше понимали. На самом деле ритмов очень много, и все они зависят от музыкального жанра. В данном видеоуроке мы говорим только о базовом ритме и о его вариациях. Например, играя четырехдольный такт 1, 2, 3, 4, я могу пропустить какую-нибудь из долей, но разница лишь в том, что на отсутствующую долю я буду приглушать струны. Приведем в пример следующий ритмический рисунок. Как видите, пропускается третья доля. Первая доля в движении вниз есть. Вторая доля движения вверх есть. Третья доля движения вниз, она отсутствует, нам необходимо ее приглушить. И четвертая доля у нас есть вверх, играем ее. Для того, чтобы приглушить струны, нам необходимо сделать то же самое движение вниз, но только тыльной стороной ладони при ударе необходимо приглушить струны. Вот так. Попробуйте, у вас обязательно все получится. Очень важно все делать в медленном темпе. Смотрите на ритмический рисунок и повторяйте движение. Вниз, вверх, приглушаем, вверх. Вниз, вверх, приглушаем, вверх. Мы сейчас сыграли 2 такта. Но нам необходимо зациклить эти такты, то есть соединить все последующие, которые будут. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. И у нас должно в итоге получиться следующее. Постановка левой руки. Очень важно, чтобы пальцы были круглые, закругленные. То есть вот так. Для чего это нужно? Для того, чтобы струны, которые проходят под пальцами, чтобы они не заглушались. То есть зажав какой-либо аккорд, чтобы струна прозвучала. Чтобы не было вот такого. Это очень важно. Кисть должна находиться как бы параллельно грифу. Не выпирать сюда и не зажиматься сюда. Немного расслабьте руку, и кисть у вас примет правильное положение. Локоть не прижимаем близко к телу и не отводим далеко. Локоть должен находиться на небольшом расстоянии от тела. Очень важно с самого начала осваивать гитару с правильной постановкой рук, так как переучиваться практически то же самое, что начать сначала. Порядковый номер пальцев на левой руке начинается с указательного, где указательный это первый палец, средний это второй, безымянный третий и мизинец четвертый палец. Начнем с аккорда АМ или ля минор. В последующих уроках мы посвятим аккордам целую тему. Вторым пальцем зажимаем четвертую струну на втором ладу. Третьим пальцем третью струну также на втором ладу. И первым пальцем зажимаем вторую струну на первом ладу. Старайтесь, чтобы первая струна, которая проходит под пальцами, у вас не была приглушена. Проверьте звук
большим пальцем правой руки движением вниз, начиная с 5-й струны. Теперь вспоминаем ритмический рисунок, который мы уже знаем. Вниз, вверх, приглушаем, вверх, вниз, вверх, приглушаем, вверх. Меняем аккорд на си или до мажор. Третьим пальцем зажимаем 5-ю струну на 3-м ладу, вторым пальцем 4-ю струну на 2-м ладу и первым пальцем 2-ю струну на 1-м ладу. Также проверяем звук большим пальцем правой руки, начиная с 5-й струны движением вниз. Если у вас все струны звучат, используем тот же самый ритмический рисунок. Вниз, вверх приглушаем, вверх, вниз, вверх приглушаем, вверх. Теперь попробуем соединить два аккорда. Аккорд АМ и Си. Не расстраивайтесь, что на первых порах у вас не сразу все получится, просто пальцы должны привыкнуть. Для того, чтобы перейти с аккорда АМ на аккорд Си, необходимо просто 3-м пальцем зажать 5-ю струну на 3-м ладу. Остальные пальцы оставляем на месте. Пробуем. Теперь помедленнее еще раз. Следующий аккорд – аккорд D или ре мажор. Первым пальцем зажимаем на 2-м ладу 3-ю струну. 3-м пальцем 2-я струна, 3-й лад. И 2-м пальцем 1-я струна, 2-й лад. Проверяем звук с 4-й струны. И также попробуем ритмический рисунок. Теперь соединим предыдущий аккорд Си с этим аккордом D. Когда вы немного привыкнете, попробуйте соединить 3 аккорда вместе. И аккорд ЕМ, ми минор. Зажимаем 2-м пальцем 5-ю струну на 2-м ладу и 3-м пальцем 4-ю струну также на 2-м ладу. Проверяем звук, начиная с 6-й струны. Теперь соедините аккорд D с аккордом ЕМ. Напоминаю, что важно не торопиться и дать возможность пальцам привыкнуть. Теперь соединяем все 4 аккорда вместе. Попрактикуйтесь сначала в медленном темпе, обращая внимание на правильную постановку рук и звучание аккордов, постепенно увеличивая темп. И у вас должно получиться примерно так. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. Поздравляю! В этом уроке вы освоили те нюансы, которые позволят нам двигаться дальше. Как я и говорил ранее, видеоуроки будут выходить примерно 2 раза в неделю, так что не забываем подписываться на канал и нажмите обязательно на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых уроках. Всем пока!